Это был самый страшный вечер в моей жизни. Я умоляла меня отпустить или хотя бы отвезти в РУВД, где милиция мне сможет объяснить, что я сделала, черт побери, не так. Вся история началась еще 11 вечером. Я со своей сестрой и подругой сидела в баре «Крафтман». Мы начали разъезжаться домой, и я решила ехать наземным транспортом. Но по дороге заметила, что проспект вот в этом участке перекрыт, и надо будет, и там, в общем, нет людей на площади Независимости, и только куча автозаков и ОМОН. Включила диктофонную запись на всякий случай, чтобы себя обезопасить. Сотрудники правоохранительных органов предложили провести меня домой для моей же безопасности. По дороге нам встретился более серьезно ряженый их начальник, уже в шлеме. Я спросила, что здесь они. Он мне сказал: мы проверим твои вещи. Мы начали подходить к автобусу, где со всех сторон начались слышны крики, что-то типа «сучка крашеная, сейчас ты получишь», и меня начали впихивать в автобус. Заходи, Настя. Что случилось? Рюкзак смотри. Пожалуйста. Карман отсюда стало, быстро. Сейчас ты смар сняла. Бегом. Оп. Забрали рюкзак, кинули на пол, и в количестве 6-10 человек начали избивать ногами, дубинками, руками. В итоге дубинка мне попала по голове очень сильно, у меня сразу на лбу появилась гематома, получала по лицу удары, и единственный вопрос: кто меня проплатил и сколько мне заплатили. У меня не было ответа, но я так была напугана из-за того, что меня продолжали бить за каждый неправильный ответ, что я уже готова была придумать, кто мне заплатил. Они начали обвинять меня в том, что я координатор, как мне показалось, для того, чтобы оправдать уже очевидные на лице побои. Привезли в РУВД, и на допросе 7 ментов сели вокруг меня и задавали тот же вопрос: сколько мне заплатили и кто, на что у меня не было по-прежнему ответа. И за каждый ответ, который мне нравился, били дубиной по ягодицам по 2 удара. Так я получила 6 ударов. Потом они меня вытолкали в общую комнату, посадили на пол, в актовый зал, и сказали: такая мразь, как ты, недостойна, она координатор, к слову, она недостойна сидеть на стуле, сиди здесь в болевоте там чьей-то. И баллончиком нарисовали мне на спине какой-то знак. На тот момент я не знала, что это значит, но впоследствии оказалось, что это знак для тюремных сотрудников, что вот это самые жесточайшие бойцы и просто хулиганы номер 1. Потом меня отвели на осмотр, где девушку должна осматривать девушка. Но в моем случае в кабинете еще сидело 3 сотрудника милиции мужского пола. На осмотре надо раздеться полностью. На тот момент меня это волновало не очень сильно, потому что я уже пережила побои серьезные, и у меня раскалывалась голова. Они не имели права заставлять меня раздеваться при каких-то посторонних мужчинах. Даже парень, который мне нарисовал баллоном, извинился за то, что он нарисовал мне баллончиком, испортил байку. На тот момент я ему сказала: парень, испортил, может там красиво, принт какой-то, сделал мне уникальный. И говорю: прощай, но если бы я знала, что это в тюрьме принесет мне хлопоты, то... сейчас, парень, если ты меня смотришь, я не прощаю тебя, чувак. Это было подло. Меня постоянно дергали в окрестина, типа: вот, она координатор, ты отсюда просто так не уйдешь, ты там на 15, на 6 лет. Выстроили лицом к стене, мы так стояли день, наверное, не знаю, часов ни у кого не было, поэтому это время как-то размазывалось, стекло. Приехала медсестра осмотреть самых тяжелых. Там были ребята с ужасающими просто травмами, и вообще и побитые лица, побитые спины, там кто-то не мог идти, и собрали из нас, мужчины и женщины, человек, наверное, собралось 50, из нас всех выбрали где-то человек 12 особо тяжелых больных. В эту группу каким-то образом и попала я, единственная девушка. Я медсестре говорила: лечите их, я как-то чувствую себя нормально физически.
Поэтому, ну, просто скажите, у меня все нормально на голове? Она ощупала и сказала, у вас черепно-мозговая травма. И у меня никогда не было черепно-мозговой травмы, я немного испугалась, но ребята сказали, ну, это как ушиб. Потом на ночь девушек загнали в прогулочный дворик, бетонные стены, бетонный пол, дырка, это типа туалет в углу, и открытое небо. Девчонки многие были в шортах, кто-то сказал, ну нам же еще рожать, нам ответил этот сотрудник, такие, ваше потомство никому не надо, кто там от вас рожать захочет, от таких шизанутых. И мы начали все вместе в один клубок собираться, стельки из кроссовок доставать, на кроссовки садиться, ноги на стельки. Короче, как-то придумать, как согреться и вообще не сдохнуть, потому что девчонки реально синели. Ну и мы так старались поддерживать хорошее настроение, пока не вывели на улицу парней ночью и не начали пытать. И это уже было просто невозможно слушать, потому что это было не просто их избивали и конкретно пытали, как будто стреляли, резали. Там у меня в голове такое не укладывается, и я даже в триллерах, фильмах жесточайших никогда такой агрессии животной не видела. И мне больно было смотреть на девчонок, которые узнавали в голосах своих парней, и просто рыдали, чуть ли не теряли сознание. Я была счастлива в этот момент, что меня взяли одну, а не с парнем там, или не с моей сестрой, не моих родителей. Вот мы вышли из тюрьмы, никакого результата суда у нас не было, ничего больше, вот это вот максимум, никаких бумаг нам не дали, даже то, что мы подписали это предупреждение. Я спокойно вышла и думаю, ну все, отделалась предупреждением. А потом вот мои друзья на сайте Верховного суда в каких-то списках увидели, что у меня там висит 20 суток. Оказалось, что на мне 2 протокола, один за участие в массовом мероприятии, а второй за сопротивление сотрудникам милиции во время задержания. И мы приложили, в общем-то, в качестве доказательства запись, потому что она полностью подтверждает то, что в это время не было митинга, там абсолютно слышно, что на улице тихо, и подтверждает, что я не оказываю сопротивления. Суд изменил сроки задержания до 2 дней, которые я уже как бы отсидела, но административную ответственность с меня не сняли. Врач, которая принимала побои, я поняла, что она на моей стороне. И она сделала каждый мой синяк, измерила, все записала, сказала, это очень плохо, что с тобой сделали. Я склонна ей доверять. Я склонна доверять всем людям, но даже после этой ситуации, вот ей я склонна доверять.